Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги! В этом видео мы с вами рассмотрим, как вяжется такой фасон кардиган таким красивым воротником. И на этом образце, друзья, я вам подробно покажу все ходы вязания. И еще теоретически объясню, как делать расчеты простым путем. Здесь тоже, как всегда, вязание начинаем сверху вниз, наружного края воротника. Оформляем воротник, потом непосредственно переходим к оформлению верхней части кардигана. И еще здесь оформляем росток с новым методом, который многие из вас знаете. Разработала такой новый метод, который оформляем насчет сокращения петли по переду. И еще здесь оформляем однотельную планку для застегивания. И вся вязание у нас пойдет без единого шва. Кто следит за моими видео, знают, что на моем канале есть мастер-класс видео, которые я показываю там ходы вязания, разные формы, разные фасоны воротника. И все они вяжутся точно так же простым путем, сверху вниз, и обязательно они все вяжутся без шва. Вот видите, друзья, в этом кардигане, на этом образце оформлено простой классический реглан. Если хотите, конечно, по желанию можно применить и другие виды реглана. Очень хорошо сочетается реглан погоном. Теперь, думаю, мы можем начать наше вязание. Друзья, нам нужны будут два вида замеры. Первый вид замер – это мы измеряем длину проекции выреза горловины. При этом вырез горловины в кардигане получается треугольной формы. Мы будем по желанию определить нашу точку глубины выреза по переду, и по этим проекциям будем измерять длину выреза горловины. Второй вид замер – это мы измеряем окружности горловины в прилегающей форме. Чтобы начать расчеты, нам необходимо будет вначале первый вид замера. И в моем случае этот замер равен 54 сантиметра. И теперь вот это 54 сантиметра, друзья, мы будем превращать в петли. Для этого 54 сантиметра умножаем плотность вязания по ширине. Это у нас равен 2,1 петли в 1 сантиметре. И у нас получается около 113 петель. Здесь плотность вязания по ширине. Это как определить, вы знаете. Об этом я останавливаться не буду, друзья. Кто не знает, посмотрите отдельное видео, как определить плотность вязания по ширине. Об этом у меня есть отдельное видео на канале. И в моем случае это равна 2,1 петель. И когда на эту плотность вязания по ширине мы умножаем на сантиметры, и у нас получается в петлях. Значит, когда мы набираем 113 петель, у нас длина полотна получается 54 сантиметра. И чтобы вот это число делилось на 3 без хвостика, чтобы здесь образовалось цельное число,
Здесь нам нужно будет 114 петель. Значит, мы здесь должны добавить одну петлю. И у нас получается цельное число 38. Это число у нас значения не имеет. Мы только должны знать, что вот это число у нас должно делиться на 3. Это нам нужно будет, чтобы вязать наш воротник с резинкой 1 на 2. Теперь, друзья, на эту цифру 114 мы добавляем 2 петли для симметрии. Когда резинка 1 на 2, начинаем с 2 лицевыми петлями, и в конце тоже мы будем заканчивать с 2 лицевыми петлями. Теперь еще добавляем еще 2 петли для кромочных петель. И у нас всего получается 118 петель. Вот теперь мы будем начинать вязание нашего воротника и будем набирать 118 петель. Вот набрали петель и связали с резинки 2 на 1. Я хочу сделать лицевую сторону воротника, вот эту сторону, где связана 1 петля лицевыми петлями. Если хотите, можно сделать и эту сторону. Кому как нравится. И когда измеряем, длина воротника получается 54 сантиметра. А высота воротника, широта, получается почти 13 сантиметров. И эту широту тоже можете по желанию регулировать. Хотите, можете сделать еще шире. Хотите, сделайте уже. И у нас готов воротник. Теперь мы приступим к вязанию следующего этапа кардигана. Петли воротника будем разделить на части кардигана. Это будет спинка, 2 рукава и передние полочки. Чтобы разделить петли, нам необходимо будет сделать расчеты. Теперь нам нужен будет второй вид замера. Это который мы измеряем окружности шеи в прилегающем виде. В моем случае это равен на 40 сантиметров. Этот 40 сантиметров превращаем на петли. Для этого 40 сантиметров умножаем плотность вязания по ширине 2,1. У нас получается 84 петли. Чтобы образовать первичную схему реглана, мы 84 петли делим на 3. У нас получается 28 плюс 28 плюс 28 петель. И образуем первичную схему для реглана. Одна часть 28 петель, у нас будет 2 рукава по 14 петель. Одна часть будет спинка. И третья часть будет перед. Нам нужна будет, чтобы для нашего кардигана, вот эта часть, обе рукава и спинка. И здесь имеются всего 14 плюс 28 плюс 14, 56 петель. А для нашего кардигана по первому замеру получалось 118 петель. И у нас здесь образуется полноценный треугольный вырез горловины кардигана. И по этому проекцию у нас имеется
118 петель, которые мы здесь оформляли воротник. И когда от 118 петель отнимаем вот эту часть кардигана 56, у нас остается 62 петли. Значит, по передней части кардигана 62 петли. Теперь, друзья, когда нашу схему вязания посмотрим, вот видите, по полочкам у нас имеется всего 62 петли, а на спинке 28 петель. По закону кройки должны быть петли спинки равны с петлями переда. А у нас, вот видите, петли намного больше, чем петли спинки. И здесь мы сделаем такие расчеты. Будем подровнять наши петли переда и спинки. И с этим мы образуем росток. И в нашем новом методе ростке росток оформляется на счет сокращения петли по переду. От 62 петли отнимаем петли для планки, потому что в кардигане у нас имеются планки, и мы заранее будем знать, сколько петель мы будем отделять для планки. В моем случае для планки я буду отделять по 8 петель. Когда наши петли вот так смыкаются, будет 8 петель должны быть лишние, чтобы для смыкания планков. Поэтому от 62 мы будем отнимать 8 петель. Потом еще от 62 отнимаем петли спинки. Вот это 28. И у нас остается 26 петель. Мы рассчитали, сколько петель мы должны сократить, чтобы у нас количество петель переда равнялось на количество петель спинки. И у нас оказалось 26 петель лишнее. И эти петли мы должны сократить. Значит, на обе стороны будем сокращать по 13 петель. Я думаю, вы поняли суть. Когда по полочкам мы будем сократить по 13 петель, и количество петель переда будет равняться на количество петель спинки. И в конечном итоге у нас в полочке 36 петель. Когда мы разделяем по полочкам, у нас будет по 18 петель. Теперь возникает вопрос, как мы будем сократить эти 13 петель? Я постараюсь вам объяснить простым путем, друзья. Вот у нас по полочкам должны остаться 18 петель. Вот мы так будем вчеркивать 18 палочек. И здесь мы должны сократить теперь 13 петель. Вначале 2 петли мы провяжем без сокращения. Потом сокращаем 1 петлю. Вот так обозначаю минусом. И провязываем следующую 1 петлю. Опять сократим 1 петлю и провязываем следующую 1 петлю. Вот таким образом дальше пойдет у нас вязание. Одно сокращаем, следующую 1 петлю провязываем. И посчитаем, сколько сокращений у нас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. И еще у нас остаются 3 петли. 3 петли, 2 петли еще провяжем таким образом. И последнюю еще 1 петлю провяжем таким образом. Вот таким образом мы распределили наши петли. 2 петли провязываем и поворачиваем нашу работу.
В следующий раз одну петлю сокращаем, провязываем одну петлю, поворачиваем нашу работу. В следующий раз опять одну петлю сокращаем, провязываем следующую петлю, поворачиваем нашу работу. Вот таким образом 13 раз мы будем сократить одну петлю и поворачиваем нашу работу. А потом опять 2 петли провязываем, и следующий, последний раз мы провязываем одну петлю. Если в вашем случае здесь будет еще петля больше, друзья, например, здесь у вас еще будет 5 петель. Значит, каждым разом вы по 2 петли провязываете, разворачиваетесь. В следующий раз тоже 2 петли провязываете, разворачиваетесь. Таким образом, сколько петель у вас будет, вы будете провязывать и разворачивать вашу работу. Будет вам очень хорошо понятно, когда я вам буду показать на практике и буду объяснить, как это все манипуляции мы будем осуществлять. Теперь, друзья, еще по одной петле мы будем распределить для регланной линии. И я всегда беру для регланной линии от тела кардигана. Для спинной реглана беру от спинки, значит, когда отнимаю 2 петли, здесь останется 26 петель, и регланы будет по одной петле. А по переду 18 будет 17 петель, и будет 1 петля для реглана. Вот таким образом, друзья, мы распределили нашу петлю. И здесь тоже, конечно, вот эту одну петлю мы будем убрать для регланной линии. Вот в конечном итоге у нас образуется вот такая схема вязания. И теперь мы будем отделять каждую часть кардигана с маркировками. И сейчас мы находимся вот здесь. И здесь мы будем посчитать 30 петель и ставим маркировку перед этой регланной линией. Потом посчитаем после одной регланной линии 14 петель для рукава. Потом опять отмечаем маркировкой. После этой маркировки петля будет регланная. Потом посчитаем для спинки 26 петель. Ставим маркировку. После маркировки у нас будет 1 петля регланная. Потом посчитаем 14 петель для правого рукава и ставим маркировку. После маркировки 1 петля будет регланная петля. Потом будем посчитать 30 петель петли правой полочки. Будем дойти вот здесь. И здесь будем начинать оформление ростка. И как мы оформляем росток, я вам на практике покажу.